Сказка про маленького танка. Однажды маленький танк поехал с родителями и другими танками со своей базы за ягодами. Они ехали, пока не приехали в лес, где начали собирать ягодки. Маленький танк собрал больше всех ягод, но вдруг он понял, что заблудился. Звали его родители и другие маленькие танки, и родители других танков искали вокруг, но лес был слишком густой, и их зычные сигналы не достигали слуховых датчиков маленького одинокого танка. Его прибор навигации вышел из строя, и поэтому малыш не понимал, в какой стороне находится его дом. Маленький танк брел по болотам и продирался сквозь густой кустарник, не понимая, что углубляется все глубже в лес. Он искал родителей, пока не стемнело, а потом включил небольшую лампу, с помощью которой и освещал свой путь. Но вот беда, у него заканчивалось горючее, что могло означать только одно — вскоре маленькому танку предстоит застыть одному посреди страшного, густого, темного леса и, возможно, остаться здесь навсегда. Он ехал сквозь темный, мрачный, жуткий лес, в котором остался совсем один. Вскоре фонарь маленького танка настолько забился болотной жижей, что совсем не мог светить, но к этому моменту он подкатился к опушке. И тут, на опушке, он разглядел огромную железную избушку. Избушка была высоченной, а между двумя ее темными люками угрожающе торчала мощная дуло. «Это еще что такое?» — спросил маленький танк. Дуло скрипнуло, медленно повернулась к нему и грозно сказала: «А это еще что такое?» Маленький танк сказал: «Эй, я первый спросил, это что такое?» А дуло скрипнуло и сказала: «А я второе спросила, что это такое?» Маленький танк сказал: «Не стреляйте в меня. Я просто заблудился в лесу и хочу немножко передохнуть». А большое дуло снова скрипнуло и сказала: «А это еще что такое?» Маленький танк сказал: «Ну, неужели ты не понимаешь? Я маленький. Я заблудился в лесу. Там где-то меня ищут родители и другие танки. Если со мной что-то случится, они тебя найдут и бабахнут со своих больших пушек». Дуло подумала и отвечает: «А это еще что такое?» Маленький танк засмеялся. Он говорит: «Да ты что, других слов не знаешь, что ли?» А большая пушка отвечает: «А это еще что такое?» И скрипнула снова. А маленький танк понял, что избушка стоит здесь очень давно и, видимо, заржавела. Он сказал: «Это я здесь, большая пушка». И большая пушка наконец-то разглядела малыша внизу и говорит: «О, а это еще что такое?» А танк говорит: «Привет, пушка-избушка, так мне можно тут заночевать?» Тогда большая пушка опустила дуло к нему, подумала и говорит: «А это еще что такое?» «Да ну тебе, большая пушка», — сказал маленький танк и покатился дальше в лес.
Он понял, что большая пушка повредилась, и оставаться с ней небезопасно, а маленьким мальчикам лучше заночевать там, где безопасно. Он катился, а лес становился дремучее, темнее и страшнее. Маленький танк боялся. Вскоре его фонарь совсем погас, а вдобавок мотор начал урчать, потому что заканчивалось топливо. Маленький танк, что же он будет делать один, без топлива, сам? И тут лес вывел его на другую опушку, где около лесного озера он увидел заправку. На заправке сидела старушка в железной ступе, на гусеницах и с дулом. Как только маленький танк выехал из зарослей, ступа с дулом повернулась в его сторону, как будто знала, что он сейчас появится. Маленький танк посмотрел на них и сказал: «Доброй ночи. Прошу, не стреляйте. Я малыш-танк, и я просто заблудился в лесу». Бабушка в ступе расцвела в улыбке. Она ведь так любила малышей. Она сказала ступе: «Смотри-ка, Ступа, какой вежливый мальчик, совсем как твой пропавший сынок». Ступа при этих словах пустила скупую масляную слезу. Она не могла без слез вспоминать про потерявшегося сыночка. Бабушка, которая оказалась самой настоящей бабой-ягой, обратилась к маленькому танку. «Добро пожаловать, маленький танк, на мою заправку!» После этих слов на ближайшем дереве страшно заухал филин. «Ух! Ух! Ух!» А за ним где-то далеко затянул свою страшную песню серый волк. Ау! Но маленький танк не испугался. Он же был смелым танком и состоял из железа, поэтому не боялся ни волков, ни медведей, ни даже бабу-ягу. Он просто зевнул, потому что очень хотел спать. Подъехал поближе к бабе-яге и опустил дуло вниз. «Я пришел с миром, бабушка. Я просто хочу отдохнуть, заправиться, а завтра на рассвете поехать искать своих родителей». «Конечно, малыш, отдыхай», — так сказала баба-яга, а сама отвернулась в ступе и начала читать заклинание. Под ее монотонное бурчание маленький танк быстро уснул, и в этот же момент в лесном озере начала подниматься вода. Она должна была обрушиться сверху и залить железный танк, чтобы он заржавел и никогда больше не смел уехать от коварной злой бабы-яги. Вода опустилась на малыша так же, как 100 лет назад на железную ступу с дулом. И маленький танк заржавел. Маленький танк проснулся. Он все слышал и понимал, но не мог шелохнуть ни единой своей шестеренкой. Он не мог шевельнуть гусеницами и не мог повернуть башню, и даже дуло больше не поднималось. Злая баба-яга коварно засмеялась. «Еще один танк в моей ловушке! Слышишь меня, Ступа с дулом? Теперь мы соберем целую армию танков, мы их заколдуем, и они поедут и завоюют для нас мир, целую планету!» Как долго я, Баба-Яга, мечтала об этом.
Целых 200 лет, моя дорогая Ступа, я мечтала захватить всех людей и стать царицей мира. Завтра с утра этим и займусь. Пока же пойду спать, а ты, Ступа, подготовь танки на заднем дворе к заклинанию и охраняй этого молодого бездаря, а меня разбуди ровно в 7. Поняла, Ступа? Ступа потупила ствол, тяжело вздохнула и сказала: «Поняла. Спокойной ночи, Яга». Баба-Яга вылезла из ступы, зашла на заправку, закрыла дверь и легла спать. Маленький танк не спал. Он весь заржавел и ничего не мог сделать, лишь молчаливо клипать тусклой фарой, с которой Ступа заботливо смыла налипшую грязь. Ступа наклонилась к нему и спросила: «Ну что ж ты, малыш, как заблудился? Стоишь здесь, ржавеешь. Твои родители, наверное, волнуются сейчас и ищут тебя, без ума от горя. Видишь, теперь с твоей помощью эта злая старуха захватит мир, и всем будет очень плохо». Но маленький танк не мог ответить. Лишь одинокая масляная слезинка скатилась с фары, но ее хватило, чтобы окончательно разжалобить Ступу с дулом, которая знала, что такое терять детей. «Ох, разрываешь ты мне механическое сердце, маленький танк. Я ведь тоже, как твои родители, потеряла ребеночка. Коварная Баба-Яга похитила меня и силой злого заклинания держит рядом. Я не могу уехать и даже не знаю, где же сейчас мой малыш». Тогда еще одна масляная слезинка упала с фары глазика маленького танка, который так и не мог пошевелиться. Ступа обреченно вздохнула, но потом ей в голову пришла идея. «Послушай, маленький танк», — сказала она, наклонившись еще ниже, чтобы совсем обезопасить их разговор от страшной старухи. «А может, пока Баба-Яга спит внутри заправки, мы смажем тебя маслицем, заправим и отправим к родителям?» Маленький танк обрадовался этой идее, но он никак не мог подать виду. Тогда Ступа с дулом протерла маслицем его носик и попросила махнуть дулом один раз, если он с ней согласен. Маленький танк был сильно согласен, поэтому, как только маслице впиталось, он, разрабатывая механизмы, закивал дулом много-много раз. «Тише ты, малыш, разбудишь старуху, и наш план провалится», — предостерегла его Ступа. «Ты знаешь, куда ехать? Если знаешь, помаши мне дулом, а если не уверен, стой спокойно». Маленький танк стоял спокойно. Тогда Ступа сказала: «Взгляни туда, маленький танк. Видишь вон ту самую высокую сосну вдалеке?» Он кивнул дулом. «Сейчас я возьму масленочку, и как только смажу тебя, сразу со всех сил езжай к этой сосне. За ней ты вскоре найдешь дорожку, которая и выведет тебя из леса». Ступа с дулом взяла масленку, залила масло, смазала всего маленького танка, а после напоила его топливом. Прошло время. Над полянкой забрешили первые солнечные лучи. Ступа уже смазала маленького танка маслом, а Баба-Яга не проснулась. Ступа заправила танк топливом, а Баба-Яга спала крепко. Маленький танк прошептал: «Спасибо, дорогая Ступа!» А Баба-Яга лишь громко всхрапнула. Маленький танк тихонько выехал с полянки, разогнался и через несколько минут уже был возле высокой сосны, выискивая еле заметную тропинку, которая выведет его из леса. Когда маленький танк наконец выехал, Баба-Яга проснулась. Но о том, что случилось дальше, вы узнаете из
следующей сказки.